Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у меня в студии гость, который не нуждается в долгом представлении. Сегодня у меня в студии Асель Караулова, признанный эксперт в сфере пиар и коммуникаций, президент Казахстанского пресс-клуба, сооснователь клуба пиарши и CEO агентства PG Communication, а также председатель Совета Национальной пиар-ассоциации. Асель, спасибо большое сегодня за время и за желание внести лепту в дискуссии вопросы женского лидерства в Центральной Азии. Вот ты, являясь признанным экспертом в сфере пиара и коммуникации, скажи, пожалуйста, есть ли различия в подходах коммуникации важных событий в Казахстане, в нашем обществе, в Центральной Азии и в развитых странах? Добрый день, Айжан, большое спасибо за приглашение. Я слежу за твоей передачей. Очень интересно, очень интересные женщины. И мне кажется, передача хорошо раскручивается. Желаю успехов, потому что тема женского лидерства и все те темы, которые ты поднимаешь, мне кажется, они очень важны на сегодняшний день. Поэтому я с удовольствием пришла. И сегодня мы будем говорить о репутации. Конечно, вот тот вопрос, который ты сформулировала, задала, он такой комплексный, глубокий, можно очень долго говорить, но я постараюсь описать, наверное, основные моменты. Безусловно, в коммуникациях в развитых странах, в развивающихся странах есть различия, тем более коммуникации очень тесно связаны с такими вещами, как культура, менталитет, естественно, политическая система и так далее. Поэтому мы живем, если сравнивать с развитыми демократическими странами, мы не живем в открытом демократическом обществе, мы только туда идем, я надеюсь, да, что мы его строим. И, конечно, поэтому разница достаточно большая в коммуникациях. Но, во-первых, если говорить о регионе Центральной Азии, ну, наверное, больше о Казахстане, то мы еще, к сожалению, имеем достаточно закрытые коммуникации, как на уровне государства со своими стейкхолдерами, с людьми, с обычными, так и на уровне компаний. Ну, например, к сожалению, наши чиновники, они любят только позитивную информацию, это как пример, да, то есть они очень болезненно относятся к критике. Я много работаю с чиновниками, провожу тренинги, я знаю, что для них это прям большая проблема. Что-то в соцсетях выйдет или где-то в СМИ, они сильно переживают, но на самом деле, если ты публичный политик, если ты SEO компании, ты должен быть готов к критике. Это совершенно нормально, когда тебя критикуют, но критика, конечно, должна быть конструктивной. Наши чиновники, например, и государственные структуры достаточно плохо реагируют в условиях кризиса. Кризис сейчас происходит практически каждый день, потому что ну и в государстве что-то происходит, и в геополитические какие-то кризисы, внутриполитические. И чиновники должны уметь быстро, четко отвечать на те вопросы, которые возникают. Часто они закрываются, не договаривают информацию, не хотят лишний раз общаться с общественностью, и это, конечно, большая проблема. У нас также, я могу сказать, что специфика нашего рынка в том, что СМИ все еще контролируются государством, хотя по статистике 80% наших масс-медиа независимые, то есть они являются или частными и так далее, но все равно государство контролирует медиа через так называемый государственный заказ, то есть это какая-то система грантов, система финансирования, да, но ты сама знаешь, как специалист, и в том числе по корпоративному управлению, там, где много государственных денег, там идет контроль, да, и там не всегда эффективно. Говорят же, государство не самый эффективный менеджер. Но так и на медиарынке. Медиарынок должен быть в конкурентной среде. Но у нас, к сожалению, через госзаказ очень много контролируется, поэтому информация часто не идет объективная. И то, что касается вопросов развития бизнеса, то тоже очень большая разница. Если мы возьмем развитые страны, если мы возьмем открытые системы, то, например, развитие бизнеса в развитых странах очень сильно связано с фондовым рынком, с понятием репутация. То есть мы говорим, вообще вся моя работа связана с понятием репутация. И институт репутации очень сильно развит, сори за тавтологию, на
развитых рынках, да, у нас он в меньшей степени развит. Например, если ты крупная компания, не знаю, нефтяная, и у тебя произошел какой-то разлив нефти или утечка, да, то твои акции сразу падают, то ты должен принимать срочные антикризисные меры для того, чтобы выправить ситуацию. Ты должен правильно коммуницировать, ты должен признать кризис, ты должен собрать команду, ты должен выстроить стратегический план, что ты будешь говорить, ты должен быть максимально открытым и так далее. Да? А если ты чиновник в развитых странах, да, то тебе очень сложно утаить информацию там, сколько ты получаешь, сколько у тебя жен, да, или там, какие у тебя кредиты, какой у тебя бэкграунд, да, то есть это все открытая информация, и общественность ее может получить в открытом доступе и так далее. То есть институт репутации очень сильно развит, и он влияет на чиновников, на политиков, они очень сильно заботятся о своей репутации. У нас, ну, сама знаешь, там какие-то примеры последние, там какой-то депутат, да, может, например, но я конкретные фамилии не называю, там, например, его дети в чем-то замешаны, да, то есть если мы возьмем развитые страны, другой депутат бы встал, сдал свой мандат и ушел. Наши начинают держаться за кресло и говорят: нет, а мы тут при чем? Это же дети, но есть же понятие морали, чести, этики, ценностей, которые, к сожалению, в нашем обществе еще недостаточно развиты. И вот репутация очень сильно связана с этими понятиями. И мы четко видим, что среди чиновников, среди депутатов, среди бизнесменов, но я не говорю обо всех, но как бы достаточно большого количества, вот этот институт репутации, понятие персональной ответственности, оно, к сожалению, еще плохо развито. Но и фондовый рынок, у нас такого нет, что какой-то негатив произошел в компании, раз завтра все обвалилось, и они там все потеряли. И опять-таки недавние примеры и скандалы, которые происходят, SEO компаний, который, например, что-то не то сказал, или политически некорректно и так далее, да, то есть, ну, от этого же бизнес не обваливается, возможно, идут какие-то бойкоты со стороны потребителей, но такого, как в открытых западных системах, нет, чтобы сразу потеряли бизнес, чтобы с тобой сразу не работали и так далее, поэтому вот эта проблема есть, и, конечно, если мы говорим о разницы, это безусловная разница политических систем, разница политических институтов, как они устроены. Это может быть немножко другая тема, кажется, но на самом деле все взаимосвязано. Когда мы говорим о коммуникациях, о репутации, как устроена система, как работают общественные институты, насколько активно гражданское общество, насколько независимы активны средства массовой информации, существует ли гражданская журналистика, существуют ли различные институты, площадки, где ты можешь открыто коммуницировать, говорить о проблемах. И вот это самая, наверное, большая разница в подходах, если мы смотрим на более открытые, развитые страны и то, что происходит у нас на сегодняшний день. Спасибо большое, Сель, за такой развернутый ответ. Но вот возвращаясь к теме актуальности репутации, умением управлять своей репутацией, у меня вот такой вопрос. Поскольку моя программа, она в целом о женском лидерстве, поэтому я всегда задаю у своих гостей вопрос, какова сейчас ситуация репрезентации женщин вот в твоей отрасли пиар и коммуникации, и в частности именно топ-руководители на уровне членов совета директоров. Я объясню, почему я спрашиваю. Вот что я сейчас наблюдаю на уровне совета директоров, какие компетенции в основном привлекаются. Это финансы, это юристы, это compliance, это рисковики, это HR. Ну, вот IT, да, сейчас стало очень модно, потому что все кинулись в диджитализацию. Но никогда я не видела компетенций, связанных с управлением деловой репутацией. Естественно, это все может быть на уровне правления, либо на уровне директоров департаментов, люди, которые занимаются пиар и коммуникацией, маркетингом, да. Но вот на уровне совета директоров никогда не видела. Я в одном из своих интервью прочитала, что вообще коммуникация — это управленческая функция, да, это стратегическая функция. Так вот, мне бы хотелось узнать, почему на уровне совета директоров в корпоративном мире не придается значения такой компетенции, как управление деловой репутацией. Потому что вот я с тобой полностью согласна, что одно неправильное слово, одно неправильное, там, недопонятое слово обществом, оно может полностью разрушить твой личный бренд,
может обесценить бренд компании, да? Поэтому я думаю, очень важно иметь таких специалистов именно на стратегическом уровне. Вот скажи свое мнение, почему это происходит, как это поменять? Ну, я абсолютно согласна, очень правильный вопрос, Айжан. Мы тоже, мои коллеги, мы постоянно этим вопросом задаемся, да, потому что я уже в отрасли больше 25 лет, и я вижу, что, к сожалению, на уровне управленцев, на уровне совета директоров все еще мало специалистов по управлению репутацией. Они есть, они появляются, да, их статус постепенно в компаниях растет, но все же этого недостаточно, да. Ты сама сказала, что управление репутацией, стратегическая функция. И все компании об этом знают, да, и мы, если сегодня посмотрим на то, как двигаются крупные международные компании, то специалист по коммуникациям — это обязательно уровень вице-президента, это член борда, да, то есть член совета директоров, потому что компании четко понимают, что корпоративная репутация — самая важная нематериальная составляющая актив, который как бы влияет на бизнес всей компании. У нас, ну, это связано с тем, что я уже первоначально сказала, что плохо развит институт репутации, это, наверное, первая причина. Второе, к сожалению, в обществе сложился такой стереотип, что пиарщики или коммуникаторы — это люди, которые часто работают там с какими-то задачами, они работают с изменением общественного мнения, и даже иногда я слышу такой оттенок: ой, они же пиарщики, там, они там что-то пишут, там какие-то заказные материалы и так далее. Но на самом деле это не так. А если мы говорим о профессиональных менеджерах, да, то они именно управляют репутацией. То есть, например, бизнес компании, стратегия компании, которая разработана, она обязательно должна иметь стратегию продвижения, стратегию антикризиса, управления репутацией. Как ты это подаешь, как ты будешь это объяснять, да? Ну, то есть это реально стратегическая функция. У нас, к сожалению, не так много менеджеров, которые могли бы работать на таком высоком уровне. Но эти люди есть, я их знаю прекрасно, и они могли бы внести огромную пользу в работу сегодняшних компаний, в работу СД. Но я думаю, что на самом деле еще традиционно сложилось, что у нас в СД в основном приглашают финансистов, аудиторов, потому что ты должен уметь читать хорошо финансовый отчет, понимать, о чем идет речь. Это да, но все же я считаю, что обязательно нужно сегодня приглашать специалистов по репутации. Я, кстати, недавно получила один оффер в СД, и я стала членом Казахстанской ассоциации независимых директоров, прошла обучение. Но это такие первые еще шаги к СД. Еще не согласовали, поэтому компанию не буду говорить. Но я очень четко вижу, что если есть специалист по репутации, то он сразу может сказать, какие риски, что происходит в информационном поле. Да, может быть, мы не так блестяще умеем читать финансовые отчеты, мы не рисковики, но мы очень четко видим, как меняется ежедневная информация и какие риски, и где компания должна с точки зрения репутации подстраховаться, что она должна сделать. Более того, это же не только внешние коммуникации, это еще внутренние коммуникации, это коммуникации с сотрудниками. Да? Мы сейчас видим, что каждый день какие-то происходят социальные взрывы, социальные протесты. Очень сложно стало работать с населением, с сотрудниками. И это все, опять-таки, компетенция по управлению репутацией. Как выстроить внутренние коммуникации в компании так, чтобы каждый сотрудник понимал, чем компания занимается, какая у нее миссия, куда компания двигается, да, мы же понимаем, что это очень важно сегодня, и мы живем в очень открытой сегодня информационной системе. Раньше мы говорили, вот есть у нас внутренние коммуникации, это сотрудники, а есть внешние, там это СМИ, это, там, скажем, парламент и так далее, да. Но сейчас с развитием социальных сетей это все открытая коммуникация. Ваши сотрудники, они сидят там в социальных сетях, они сами выкладывают информацию, да. И сегодня нужно совсем другие компетенции управленцу по репутации, который четко понимает, как работает сегодня диджитал, там, какие новые подходы нужны к антикризисному управлению и так далее. Мы в рамках нашей национальной пиар-ассоциации, клуба пиарши, много говорим о том, как поднять престиж людей, менеджеров по управлению репутацией, как сделать так, чтобы они активнее входили там, в СД, чтобы они на топовые должности выходили. И мы очень много такой образовательной работы проделываем через наши форумы, там, через какие-то мастер-классы. Но я думаю, чего не хватает прямой работы с SEO, объяснений
что такое реальное управление репутацией. Потому что многие SEO, я вот работаю с ними, я вижу, что они тоже не до конца понимают. Часто для них это какое-то тушение пожаров там в социальных сетях, или какой-то пресс-релиз написать, или пресс-конференцию провести. Но опять-таки мало кто подходит именно на стратегическом уровне, когда ты оцениваешь риски, когда ты выстраиваешь стратегию, ну и так далее. И вот эта работа с SEO, с топ-менеджментом, мне кажется, она ведется недостаточно, в том числе с нашей стороны. И еще сегодня не все пиарщики компетентны, к сожалению, объяснять своим руководителям, то есть как нужно правильно работать, да, потому что на самом деле, как я сказала, пиарщиков верхнего уровня они есть, но их не так много. В основном пиар-менеджеры такого среднего звена, но которые еще пока не готовы работать на более высоком уровне. И здесь, наверное, тоже вопрос подготовки, да, и где-то, может быть, мы не до конца дорабатываем, как наше комьюнити, сообщество, но мы делаем обучающие программы, мастер-классы, много работаем со студентами, потому что если мы посмотрим, опять-таки, на западный рынок, то ни одна компания не двигается сегодня без специалиста по управлению репутацией на самом высоком уровне, как я сказала. То, что касается женщин, вообще интересно, что и во всем мире, вот возьмем, например, Штаты и у нас, да, в количественном отношении коммуникация — это женская профессия. В основном превалируют женщины. Да. Я забыла вот последнюю цифру по Штатам, но там где-то до 65%. Это, значит, женщины, которые работают в коммуникациях. У нас тоже, я думаю, у нас 70%. Но на топовых позициях, на самых топовых, мы, конечно, видим кого? Прежде всего мужчин. И то же самое происходит на Западе. И я считаю, что вот здесь опять-таки мы должны активно работать, продвигать женщин, потому что у нас есть много талантливых, подготовленных женщин, во-первых. Во-вторых, с точки зрения коммуникации, мне кажется, у женщин природных качеств больше, да, то есть и эмпатия, и умение коммуницировать, умение понимать. Я ни в коем случае не умаляю достоинства наших мужчин, но женщины в коммуникациях хороши. Я знаю много прекрасных женщин, которые на стратегическом уровне могут работать. И мне кажется, что вот нужно сегодня выводить женщин с этого более низкого уровня на более высокий уровень. Но здесь возникает опять-таки много вопросов, да, то есть подготовка профессиональная, понимание, что такое управление репутацией, готовность самой компании пригласить такого специалиста. Потому что, мне кажется, многие рассуждают так: нет, давайте мы лучше еще одного рисковика возьмем, да, или вот он аудитор, работал всю жизнь в четверке, там, знает это все. Ну, репутация, да, это по остаточному принципу. Но если бы у нас институт репутации в Казахстане работал, как я сказала ранее, да, так, как он работает на Западе, то, я думаю, к нам бы в очередь стояли для того, чтобы пригласить там, в СД, для того, чтобы пригласить в советники и так далее. Просто это тоже очень сильно связано с институтом репутации. Угу. Вот ты упомянула о том, что все равно на высоких позициях у нас сидят мужчины, да? Да, зачастую. Нужно продвигать женщин. Ты знаешь, когда я готовилась к интервью, я обычно всегда смотрю TED Talks, там очень много хорошего материала по поводу трудностей, с которыми сталкиваются женщины в различных отраслях. И вот там было видео по поводу женщины в пиар и коммуникациях, панельная дискуссия. Я ее прослушала, но интересно всегда заходить в комментарии, что люди пишут. Что люди пишут. И там был очень интересный комментарий, который набрал самое наибольшее количество, скажем так, лайков, где люди все согласились единогласно, где говорилось о том, что, ой, вы знаете, ну вот мужчины, они, конечно, там на высоких позициях, но что можно отметить, что им очень сложно доверять женщинам, но если они начинают доверять как профессионалу, то они начинают поддерживать и продвигать дальше. Да? Тогда как женщина-лидер или потенциального женщина-лидера, она продвигать не будет и поддерживать тоже. Что вот есть такое, скажем так, утверждение в народе, да? Вот что ты думаешь об этом? Ты согласна с этим высказыванием? И если вдруг да, то как можно поменять сознание человека, чтобы, женщины-лидера, что нужно продвигать своего же собрата, сестру?
Это очень интересный, кстати, вопрос, интересное утверждение. Я об этом много не думала, но из своих наблюдений и работы с топ-менеджментом я могу сказать, что часто я встречаю женщин на топовых позициях, которые сами предпочитают работать с мужчинами. Это очень интересно. Когда я вот спрашивала таких двух женщин, почему, они говорят, ну, мужчины менее эмоциональны, они говорят, они более трезво принимают решения. И еще что я слышала, у них больше времени отдаться работе, потому что у женщины всегда там семья, дети и тогда какие-то такие вещи. Те же аспекты, которые вроде бы женщина сама должна учитывать при продвижении женщины. Это очень интересно. И я всегда удивлялась, ну а как вы сами, да? То есть мне кажется, для женщин, они, женщины-лидеры, которые на топовых позициях, они делят всех женщин на, как они сами говорят, там, мужик в юбке, то есть женщина с таким мужским характером, с остальным, которая все-таки положила свою жизнь на карьеру прежде всего, семья на втором месте, и на всех остальных. Я думаю, что вот есть такой стереотип и такие отношения. Кроме того, действительно, у нас вроде бы много женщин сейчас в составе топ-менеджмента, да, но все равно недостаточно. И я вижу, что не всегда сами женщины готовы действительно, как ты говоришь, продвигать друг друга. Я думаю, включается еще эмоциональная составляющая. Я думаю, что психологические какие-то аспекты. Я думаю, психолог какой-нибудь очень хорошо бы объяснил, почему женщина часто не поддерживает женщину, может быть, она где-то ревностно относится. У нас есть субъективные факторы, к сожалению. Кто-то более красивый, кто-то более умный, кто-то более успешный, кто-то замужем, кто-то нет. Все эти факторы, но они, к сожалению, включаются. И даже если ты пытаешься отстраниться от этого, но все равно очень видно, как у женщин эти вещи включаются. И я думаю, что, может быть, с этим связано прежде всего, да. И второй момент, что ты говоришь, что мужчины, если они как бы понимают хорошо, если они доверяют профессиональной женщине, то они всегда поддерживают. Я тоже с этим соглашусь, потому что мне кажется, что для мужчин очень важна профессиональная компетенция, да, то есть они смотрят, если женщина правильно, хорошо работает, грамотно, и если она готова отдаваться работе, а там каждый раз не отпрашивается, может быть, там не так часто болеет, потому что это тоже очень важно, да, для такой постоянной работы. Я думаю, тогда мужчина может доверять. Но вообще это такой комплексный вопрос. Есть традиционные отрасли, где у нас превалируют мужчины, да, мы видим, но с другой стороны я вижу, что женская тема, она в последние годы, вот после ковида особенно, стала очень активно развиваться. Но, может быть, это в моем боксе, да, Facebook и другие площадки, там же они работают по алгоритмам, меня эта тема интересует, и она у меня появляется. Я не знаю, как на самом деле, я не замеряла, но я вижу, что в моем окружении очень много деловых, хорошо образованных женщин, которые в последние годы стали больше поддерживать друг друга. Это вот как позитивный тренд. Я прям вижу, но они там звонят, общаются, приглашают на какие-то позиции, приглашают на какие-то совместные проекты. И вот такого женского единения я давно не видела. Но, может быть, опять-таки это в моем каком-то окружении, но мне кажется, это очень хорошо, потому что в целом тема качается, тема репрезентации там, женщин в совете директоров, женщины в парламенте, потому что там явно недостаточно женщин. Да. Сейчас вот выбрали, значит, новый состав парламента, в маслихатах тоже недостаточно женщин. А все-таки, как сказала одна тоже топ-вумен, руководитель крупной компании, руководитель крупного банка, она говорит, что мы, например, когда видим, что заемщик женщина из сектора МСБ, мы всегда ей больше доверяем, то есть мы знаем, что женщина вовремя вернет кредит, она вовремя расплатится, она сделает всю ту работу, которая заявлена в рамках бизнес-плана, то есть они же отслеживают, ведут статистику, и как раз женский бизнес всегда очень стабильный, в отличие от мужского бизнеса. Вообще, я очень рада, что эта тема развивается активно, и я надеюсь, что вот эти позитивные сдвиги, которые я в своем
комьюнити вижу, когда женщины друг друга поддерживают, что они перейдут и дальше. Появятся вот в комьюнити других Да, женщин. да, в комьюнити других женщин, да. На самом деле это очень действительно интересный вопрос. Мы должны поддерживать друг друга, но я не за то, чтобы там давать квоту ради квоты, да, ради количества. А я за то, чтобы все-таки действительно профессиональные женщины продвигались, потому что не всегда, к сожалению, там профессионализм является главным критерием. И это очень важно, чтобы именно профессионализм и твои skills, твои возможности, это были главным критерием.